Ребят, всем привет из Киева. У меня для вас сумасшедшая новость. Дело в том, что я научился делать телепорт, и сейчас вам покажу. Я хочу телепортироваться из Киева в Лондон. Поехали. Ну вот мы и в Лондоне. Это Биг Бен. Здесь идет дождь и ветер. Давай возвращаться в Киев. Ну вот, я снова вернулся в Киев. Здесь у нас погодка получше, конечно. И вид, смотрите, какой. Хотите, вас тоже научу телепортироваться? Если да, то усаживайтесь поудобнее. Сегодняшнее видео будет о том, как телепортироваться, а точнее, как добиваться своих целей или как переехать в Англию. Поехали! Ребят, всем привет! Добро пожаловать на канал. Сегодня очень важный день в моей жизни. Я переезжаю в Лондон. И через 4 часа самолет. И я считаю, что это как раз самое время начать собирать чемоданы. Первый есть. Второй есть. Хочу начать с небольшой предыстории. В 2008 году я переехал в Москву и жил там до 2015 года. И в 2015 году я почувствовал, что я живу какой-то не своей жизнью. И я работал в IT, и у меня была хорошая карьера, успешная. Но мне хотелось что-то поменять, и я решил переехать в другую страну. Я уволился с работы, начал интенсивно изучать английский, переехал в Киев, и в 2018 году я переехал в Ирландию. И в Ирландии я прожил с 2018 по 2020 год. В конце моего пребывания в Ирландии я решил получить второе образование, и я стал сертифицированным корпоративным и лайф-коучем. После чего в 2020 году я попал под сокращение и переехал в свой родной город Мариуполь. И несмотря на пандемию и увольнение, 2020 год был лучшим в моей жизни, потому что в конце года я исследовал свои самые глубокие ценности, я понял свои таланты, то, что у меня получается лучше всего. И я осознал свой смысл жизни. После чего я открыл свой YouTube-канал, открыл свой авторский тренинг и провел 2 потока. Он проходил в Мариуполе. Это был тренинг, который назывался «Лучшая версия себя» и помогал людям раскрыть свой потенциал, осознав ценности, таланты и определив смысл своей жизни. У меня были грандиозные планы, и я хотел развиваться в этом направлении, но не всегда все бывает так, как мы хотим, и у Вселенной могут быть другие планы на наш счет. Она больше знает, какой путь тебе нужно выбрать, и всевозможными способами об этом тебе подсказывает. Хочу поделиться с тобой тем, почему я уезжаю в Англию. И когда я запустил свой канал, и когда запустил тренинг, о котором говорил раньше, то я думал, что полетят подписчики, подумал, что тренинг будет заполнен, и я смогу помочь как можно больше людям в своем родном городе, но не всегда ожидание совпадает с реальностью. И у меня было чувство, как будто я плыву против течения. Я люблю трудности, и я наоборот их ищу, но в какой-то момент я почувствовал, что я плыву против течения, и что мне нужно менять направление. И я решил сделать этот шаг. Но я ни в коем случае не жалею о потраченном времени, потому что, во-первых, я научился делать такие прикольные видео. Во-вторых, я перечитал такое количество литературы, которое я не читал за всю свою жизнь. И я столькому научился, ну вот, например, делать вот такие вот
прикольные переходы. И вот такие. А решился я переехать очень интересным способом. Дело в том, что мне приснился сон, что я нахожусь в большом здании, в котором окна от пола до потолка. И это была точно не Украина. И я проснулся с таким большим желанием уехать. И спустя 2 недели поисков и собеседований я получил приглашение. И ни разу не раздумывал, потому что такую возможность упускать нельзя. То есть я нашел то течение, которое дается мне легко. И я чувствую, что это тот путь, который я должен ступить. И мне было очень приятно встречать друзей в Мариуполе, которые спрашивали, а будешь ли ты продолжать вести канал. Ребят, да, я буду продолжать. Я хочу вам дальше помогать обучаться чему-то новому, становиться счастливее, раскрывать свой потенциал. И спасибо вам всем, что вы со мной. Я заехал в свои апартаменты, уже даже успел поселиться. Как-нибудь покажу весь дом в другом видео. А сейчас хочу поделиться опытом, как телепортироваться или как переехать в Англию. И самое первое и самое главное, что тебе для этого понадобится, это опыт работы. В Британии есть такой список позиций, по которому не хватает рабочей силы, и поэтому государство предоставляет визы для иностранных работников для того, чтобы заполнить эти позиции. Если твоя позиция входит в этот список, тебе достаточно иметь как минимум 1 год опыта, потому что специалисты каждого уровня требуются разным работодателям. Второй очень важный пункт – это нужно иметь уровень знания английского языка, это минимум B1 или Upper Intermediate. Если хочешь узнать, как поднять уровень своего английского, посмотри вот это видео. И третий компонент переезда в Англию – это найти подходящего работодателя, который готов будет предоставить тебе эту визу. Таких работодателей не очень много, где-то 5% из всего рынка труда, но я считаю, что если очень хорошо постараться и приложить достаточно усилий, то можно найти этого самого работодателя, которому будут нужны ваш опыт, и он будет готов за вас поручиться и предоставить вам визу. Тут уже работает теория больших чисел, и если вы, например, проведете 30 собеседований, то максимум 5 работодателей будут готовы вас принять на работу, и, возможно, 2 из них могут предоставить эту визу. И 4-й пункт, я думаю, самый важный, это убеждение, что ты сможешь найти работу и работодателя, который будет готов за тебя поручиться. 4 года назад я искал работу на протяжении 1,5 лет. Я провел около 30 собеседований в целом, и до 24-го где-то я не получал ни одного приглашения на работу. Но после 24-го я начал получать приглашение за приглашением и смог переехать в Ирландию. В этот раз получилось намного быстрее, как я и говорил, я за 2 недели поисков нашел идеального работодателя и быстро получилось переехать. Но это только потому, что я раньше прошел через этот опыт и знаю каждую стадию, как отвечать на вопросы, как говорить на английском и вообще полностью весь процесс. Ну что, пришло время прощаться. Не забудь поставить лайк и подписаться. Если не хотите пропустить следующее видео, ставьте цели, идите к ним и получайте от этого удовольствие. Спасибо всем за просмотр. Увидимся в следующем видео. Пока.